Снимаешь? Да. Окей. Нам пришла, наконец, нелегально наша посылка из США, в которой была так называемая умная бумага. На самом деле она называется Mew Paper. И сейчас, дорогие зрители нашего YouTube-канала, мы покажем вам, как она работает. Это внешне она выглядит как обычный лист бумаги, вот такая, но, я не знаю, видно на свет, в ней много электродов, она пронизана сеткой из электродов. На каждые 5 квадратных миллиметров есть небольшой беспроводной модуль, и на каждые 5 квадратных миллиметров есть небольшая тонкая прозрачная батарейка. Поэтому из нее можно разрезать, и она сохраняет все свои свойства. В этом, собственно, ее мощность. И вот у нас есть большой и дорогой лазерный станок, который позволяет с большой точностью вырезать из нее предметы. Будем надеяться, что в будущем эта вещь станет подешевле, и каждый сможет заниматься тем же, чем занимаемся мы. Сейчас Варик что-нибудь вырежет на этом станке, и мы покажем, как все это работает. Ну вот, он закончил. Варик вырезал нам небольшой почтовый ящик. Здесь хорошо видны электроды, которые внутри есть. Эту штучку не нужна. Ну и вот у нас есть готовый почтовый ящик. Сейчас мы покажем, что с ним можно сделать. Мы вырезали вот эту штучку, сейчас ее надо активировать. Для этого я просто слегка ударил о стол. Вот. Теперь видно, что мне нужно ввести логин и пароль. Ну вот я воспользуюсь ноутбуком. Я просто сейчас положу ее на ноутбук и подожду, пока она подцепится. Вот. Теперь я могу ввести свой логин и пароль почты. И теперь видно, что сейчас вот. И теперь видно, что здесь, что она соединилась с моей почтой, и что она показывает, сколько у меня непрочитанных сообщений. Я могу ее теперь вот сюда вот так повесить, и она здесь будет висеть, красиво всегда показывать людям, сколько у меня непрочитанных сообщений. Вот. Теперь мы покажем что-нибудь еще. И вот у меня тут уже есть предварительно вырезанный человечек. Сейчас мы из него попробуем сделать что-нибудь аватар. Например, моего друга Варика. Вот я открываю свою записную книжку и нахожу здесь Варика. И теперь делаю вот так. Оп. О, сработало. Вот, пожалуйста, теперь он здесь есть. И, ну что с ним можно делать? Сейчас я открою Skype. Влад, напиши мне что-нибудь в Skype. Ну вот, видно, что он стал беспокоиться и как-то привлекать мое внимание. Сейчас я прочту его сообщение, и он снова успокоился. Что еще можно сделать? Я могу его использовать просто как идентификатор человека. Вот, я сейчас привожу к нему телефон. Ну и вот, теперь я могу что-нибудь написать ему, какой-нибудь смс. Как-нибудь так. Он отправится. Ну так, по-моему, очень удобно. Ну, что у нас тут еще есть? Мы на окно повесили бумажку с погодой. Еще у нас висят вот здесь красивые аналоговые часы. Вот ходят. Ну, посмотрим на что-нибудь более прикладное. Здесь у меня есть вырезанная Вариком батареечка. Она может показывать заряд разных электронных приборов. Вот я ее сейчас приложу к ноутбуку. Вот она показывает заряд ноутбука. Могу приложить к телефону.
Вот стал показывать заряд телефона. Могу, не знаю, приложить к клавиатуре. И вот она показывает заряд клавиатуры. Но чтобы я могу зафиксировать, чтобы она постоянно не показывала заряд тех предметов, которые находятся около нее, я могу вот сейчас вот приложить ее к телефону и просто отрезать уголок любой. Теперь, когда я отрезал уголок, куда бы я их больше не прикладывал, она будет показывать заряд только телефона. Сейчас я покажу коннекторы. Они мне очень нравятся. Они позволяют нескольким бумажным вещам работать совместно друг с другом. Вот у меня есть, допустим, здесь светофор. Сейчас я его активирую. Сейчас. Вот. Теперь он показывает общую ситуацию с пробками. Да? Он желтенький, он показывает общую ситуацию с пробками. Это светофор Яндекс.Пробок. Но я хочу не просто знать общую ситуацию, я хочу знать, сколько баллов. Поэтому, Лара, куда? Вот они. Поэтому сейчас я возьму бейдж. Это стандартная вещь в MuPaper. Возьму коннектор. Он здесь покрыт защитной оболочкой, чтобы не портить электронику. И, Лара, ты можешь мне еще два коннектора отлепить? Да, конечно. Это не получается у меня что-то. Не все так просто. Сейчас. Что такое? Китайцы. Не, ну понятно. Раз. Спасибо. Да, вот. Я теперь налепляю вот сюда коннектор, а сам бейдж я налепляю на светофор. Вот, и он стал показывать, что сейчас 5 баллов. Но как это еще можно применить? Вот мы сделали почту, и она показывает просто число непрочитанных. А я хочу, допустим, еще один. Еще один. Вот еще один. А я хочу, допустим, число непрочитанных по папкам. Я просто налепляю сюда бейдж. И вот он раскрасился и теперь показывает мне, сколько у меня не прочитано. У меня больше папок, чем одна. Нет, не так не сработает. Как бы мы ее не испортили. Можешь еще один сделать? Я это разорвал случай. У меня больше папок, чем одна. Сколько я туда бейджи налеплю, столько папок он и подцепит. Просто по алфавиту. Если моя первая папка называется А, вторая на Б, то первый бейдж, который я налеплю, на А, второй на Б. У меня не так сделано. Вот. И теперь он показывает еще и вторую папку. Вот так работают коннекторы. Угу. Сейчас попробуем что-нибудь по-настоящему интересное и полезное. Это просто лист, который формата А4, который мы вырезали из MuPaper. И вот я здесь набрал текст в InDesign. Сейчас я его просто сюда приложу. Вот, и вот он проявился здесь. Сейчас мы посмотрим, что с ним можно сделать. Ну вот, я сейчас какие-то правки сделаю. Не знаю, вот здесь что-нибудь. Вот это вот перенесу. Допустим, здесь что-нибудь выделю. Посмотрим, как он среагирует на это. Сейчас я его подношу. И вот он. Да, и вот он начал делать эти правки. Которые я туда зажал. Ну или вот можно за телефон заплатить. Я ношу в кошельке с собой Paper Widget. Яндекс.Денег. У меня внутри баланс моего мобильного телефона. Вот он. У меня есть две кредитки. Одна обычная. Вот, ничего не произошло. А другая волшебная. О!
он знает, что я всегда хочу на баланс класть 300 рублей. Вот сейчас смс-ка придет. Вот так. Ну, как это все работает? Эти штуки, виджеты, которые мы вырезали на станке, это просто картинки и небольшой кусок кода, который к ним присоединен, эти картинки можно скачать, нарезать на станке, они будут работать. Сейчас Варик покажет, откуда мы эти картинки взяли. Ну, тут все очень просто. Есть сайт, на котором они уже хранятся. У них такая... Попробуем поискать. Ну, вот, например, компас. Вот, нашли довольно большое количество разных компасов. Нам нужен вот этот. И я говорю скачать, согласен. Все, теперь осталось вот этот файл отправить на резак, и у нас будет готовый виджет. Типа, все? New Paper очень круто.